Хай Барби, хай Кен! Рада приветствовать на канале Бульбина Долл. Продолжаю перевоплощаться для вас. Первым делом хочу извиниться за свой ужасный гундосый голос. Мы всей семьей попростывали. Но мне приехала кукла, которую я так долго ждала, что я не могу ждать еще своего выздоровления, а хочу распаковать ее прямо сейчас, сегодня вместе с вами. В общем-то, я наелась зеленки и готова вещать для вас. Бульбина, которая орала, что она не коллекционирует Monster High. Сегодня обзор очередной Monster High. Увидев первые промо-фото этой куклы, я сразу знала, что мне это надо просто катастрофически. Почему, расскажу позже. В общем-то, встречаем с коллектор Monster High Scaru Screams. Краткий экскурс. Кто это, что это и с чем это едят. Но вообще есть кукол не надо. Это персонаж мультсериала Monster High, который впервые появился в одной из серий в массовке в 2010 году. Hi, my name is Frankie, and everyone at Monster High loves the Jaundice Brothers. В 2011-м Scaru Screams была зарегистрирована уже как торговая марка. И в 2012 году была выпущена уже в виде куклы в комик-коновском наборе вместе с персонажем Худу-Вуду, или как-то так он называется, вот картинка. Выпусков этой куклы, этого персонажа в виде куклы до недавнего времени было всего 5. Это у нас 6-я. Хоть я до недавнего времени и не коллекционировала Monster High, но я и не коллекционирую, я так балуюсь. Именно Scaru Screams меня заинтересовала еще в далеких годах, когда Monster High были на пике популярности. Я увидела этот ее первый выпуск. Мне очень понравилось, что у нее бельмо на глазах. Ее стиль 60-х, ну, как-то ее где-то искать уже даже тогда было сложно и невозможно, и, опять же, Monster High мне были не нужны, и как-то я на это подзабила. Но когда вышла эта кукла, которая, в принципе, сохраняет общий вайб той самой первой Скары, ну, я долго не думала. Еще немного о персонаже. Имя Скара происходит от английского слова «scare», паника или шок, и имени Сара. Но ее фамилия Screams переводится дословно как «кричащая», потому что «скрим» — это крик. По сюжету мультфильма Скара попала в школу монстров по программе обмена студентами из Ирландии. И вот тут и начинается для меня основное, почему вообще меня интересует именно Скара и конкретно этот выпуск. Scaru Screams является банши или банши в ирландском фольклоре и у жителей Горной Шотландии. Это такая разновидность фей. Но не думайте, это не те феечки, которые цветочки опыляют и порхают крылышками. Феи у них это и привидения, и духи, и все на свете. В общем, это особая разновидность фей, предвещающих смерть. Обычно банши бродят, крадучись среди деревьев или парят в воздухе в лесу и издают пронзительные вопли, в которых будто бы сливаются крики диких гусей, людей и волчий вой. Крик этого духа печальнее всех звуков на земле. И если банши кричит, то она предвещает скорую смерть одного из членов семьи, к чьему роду она относится. Корни образа банши следует искать в древней кельтской мифологии. И тут остановочка. Я балдею от кельтов, от их мифологии, музыки кельтской народной, орнамента кельтского. Если что, здесь у меня кельтский трискель, это очень известный кельтский известный кельтский символ. Кстати, мы их можем рассмотреть на коробке везде, здесь они мелькают. Да и даже здесь у меня какая-то Scaru Screams похожа. Поэтому вопроса вообще не стояло, покупать или нет. Мне даже на цену было плевать. Так, вернемся к банши, существу этому. Одним из центральных аспектов и легенд о банши является представление о том, что она дух-покровитель рода. Вот так я и буду считать. Никакие предвестники смерти мне точно не нужны. Она будет покровительницей моего рода бульбинского. Внешний вид банши в разных легендах разнится от дряхлой старухи до молодой красавицы, которая рано умерла. Ну, здесь мы и видим какую-то невесту в фате и красавицу, молодую. В общем-то, это такая спуки куколка, страшная, моторошна. Вот. Идеально это слово подходит. Поэтому это, конечно же, мое. Я же фанатка всего фильмов ужасов.
кельтов. Короче, давайте рассматривать коробку и распаковывать ее. В общем-то, вся коробка выполнена в черно-зелено-салатовых оттенках. На боковушках мы видим такие выпуклые элементы, где изображены те самые трискели, другие кельтские узоры, какие-то вот эти луковицы, не знаю названия, и орущие, кричащие вот эти рты. Тоже, что это за символ, я не нашла, но погуглила, что об этом говорили дизайнеры. Это что-то из веканства. В общем, тоже ноги растут откуда-то там из кельтской мифологии. Ну и, само собой, банши кричит, предвещая смерть. И здесь мы видим, это как бы крик, и вот эти вот волны символизируют поток звука. Focused on the shape of a scream, and we looked at geometric shapes of 60s mod, and we came to the little lips, different like Celtic icons that were incorporated into her fashion. There's a pattern overlaid onto the trees that kind of shows the echoing of a scream. Сверху надпись Monster High Collector. Кстати, я не могу разобраться. Обычно все сколлекторы выглядели вот так. Почему они и в таком виде выпускаются? Вы шарите? Объясните мне. Почему это сколлектор, но у нее не такая коробка, как у сколлекторов, потому что она типа персонаж Monster High, а такие только по фильмам. Ну, короче, напишите, пожалуйста. Снизу коробки мы видим, как всегда, производитель Mattel, 26-й год. То есть вообще с пылу, с жару, свеженькая. Год только начался, и вот куколка этого года. Сзади коробки изображение самой Скары, парящей в воздухе, ее портрет крупным планом и во весь рост спереди. И от нее как бы идут вот эти волны, она как будто бы кричит и содрогает воздух своим криком, вот так это изобразили дизайнеры. Вокруг нее черепки Monster High с трискелями во лбу. Это, кстати, моя первая татуировка, ну и мне вот говорили, ты себе еще на лбу набей. Ну вот эти черепки это сделали. Указано имя персонажа Скара Скримс, от которого тоже идут содрогания воздуха. И текст. Текст от лица самой Скары. В эту туманную ночь имболк, я не знаю, куда ставится ударение, но это один из основных 4 ирландских праздников языческих. Отмечаются они среди гельских народов. Это первые дни февраля или при первых признаках весны. Кстати, куколка и вышла где-то там в конце января, начале февраля, то есть все очень символично, круто. Ну а ко мне она попала как раз, когда уже весна к нам начинает приходить во всю катушку, что тоже очень символично. Имболк – это день, когда земля, словно спящий великан, делает первый, едва уловимый вздох после долгой зимы. В эту ночь природа еще не проснулась, но уже видит сны о весне. Короче, вот такое красивое описание можно загуглить в интернете. Итак, текст на заднике коробки, точнее, на задней части коробки. В эту туманную ночь имболка ярко светит луна, пока я, словно блуждающий огонек, парю по лесу. Мой саван прозрачен, как вуаль, отделяющая живых от мертвых. Для такого случая нужно платье завораживающе красивое, и мое мягкое, как мох, украшено кельтскими узлами. Имболк всегда был моим любимым праздником, временем, чтобы поразмышлять о зиме и приветствовать изумрудную весну со всей мощью вопля банши. И сегодня вечером, вернувшись в Ирландию, я позволю своему голосу звучать так громко, как захочу. Видите ли, я из семьи рассказчиков, и одна из наших традиций имболка – не спать до утра и рассказывать историю о привидениях и феях. Теперь моя очередь. Я готова поделиться всеми забавными и страшными моментами, которые мы пережили в прошлом семестре ужасов в школе монстров. Короче, текст будто немножко я писала, только, слава богу, я живая. Короче, хочу поделиться страшными историями, которые я пережила на Донбассе в этот прекрасный весенний день в своем изумрудном наряде. Куда ты распалась? Ну и спереди коробки мы видим эту красавицу. Ее будем рассматривать, когда я ее освобожу. Ну и, в общем-то, большое окошко из блистера, где можно рассмотреть куколку. Стоит она на заднике, который выглядит как лес. Там какие-то колючие черные деревья. В общем, все как надо. Банши парит по мрачному лесу, кричит и предвещает беду. Но я тем временем каждому смотрящему желаю только счастья и никаких бед. Пусть они обходят стороной, как она, эти деревья. Ну, время ее распаковать. Боже, я так ее ждала. Я не знаю, такое бывает, кстати, очень редко, чтобы кукла меня заинтересовала. Блядь, я коробку порвала. Хе-хе.
В общем, порвала коробку, ну ладно. Хотя эту коробку я хотела бы сохранить, она красивая. И вообще, я не знаю, может, я ее верну в коробку и буду так хранить, но это не точно. Так, достаем задничек, боже мой. Так вот, я не договорила, что редко бывает, чтобы я с первого взгляда в куклу влюбилась. И вот он этот случай, поэтому я так хочу ее потрогать. Вот так она выглядит на своем задничке. Сзади мы видим сертификат подлинности, кстати, говененький, бумажка-промокашка. Сертификатик хреновенького качества, опять же, у того же чужого с коллектора, из более качественной бумаги. Ну, там и цена, конечно, не такая, как у Скары. Также сзади мы видим часть подставочки. Я пока все пооткрепляю, а потом мы с вами перейдем на близкую съемку и детальное рассмотрение куколки. Кстати, вы видели, у меня уже 1000 подписчиков. Медленными, но уверенными шагами я пришла к этой цифре, уже чуть больше 1000. Я безумно рада, что, несмотря на то, как редко я выпускаю видео, все-таки удалось, куда-то движемся. Огромное спасибо каждому из вас за все просмотры, комментарии, поддержку и, в общем, спасибо. Продолжайте в том же духе, пожалуйста. Особенно писать комментарии. Это самое важное на YouTube для продвижения видео. А я стараюсь для вас и, конечно же, хочу получить максимум отдачи, потому что когда выходит видео и там 50 просмотров и 2 лайка, хочется бросить все это к ебени-фени. Поэтому я очень надеюсь на вашу активность. Так вот, открепляем куколку и пересаживаемся ее рассматривать. Освободили куколку из коробки. Боже, но какая же она красавица и как приятно она лежит в руке. Что-то я все сильнее и сильнее люблю Monster High. Никому не говорите. Это наш с вами секрет. Что мы с ней похожи? Ну, конечно, я не пыталась скопировать ее образ, а такая фантазия на тему. Как вам, кстати? Обязательно упомяните это, скажите мне, напишите говно, что ты делаешь. Ну, в общем, вот такая у нас красоточка. И давайте ее рассматривать поближе и детальнее. Боже, она такая красивая. Посмотрите, ну произведение искусства. Давайте рассматривать все сверху вниз. На голове у нее такой серебристый ободок. Из, опять же, каких-то переплетений кельтских узоров. Узлы кельтские, как было сказано дизайнерами. А посередине кричащий, вопящий черепок. Тоже обрамленный кельтскими узорами. К этому ободку пришита приятнейшая на ощупь, тоненькая, как паутинка, вуаль, фата, называйте как хотите. Она салатового цвета, по краю мы видим кружево, светло-салатовое. Сзади на фате разрез, и она как бы разделяется на 2 части, соединенных бантиками из зеленой ленты. Один развязан, кстати, такой он у всех. Я видела почему-то нижний у всех не на бантике. Я потом завяжу бантик. Сама вуаль — это какое-то произведение искусства. На ней нанесена печать как бы с узором деревьев, леса мрачного, по которому наша банши парит. Здесь сидят какие-то вороны, другие зверушки, мышки, нарушки и куча всяких элементов, листочков, паутинок. Это все создает такую имитацию леса тоже на заднем плане у куклы. Ну, в общем, это очень красиво и все очень стильненько выглядит. Как я уже сказала, приятнейшая на ощупь вот эта штучка. Снимать с куклы я ее не планирую. Здесь ободок приделан вот этими вот втычками. Я не буду это откреплять, потому что кукла у меня вот в таком виде, в каком есть, и будет стоять на полочке. Прическа. Во-первых, черные, как смоль, волосы у банши нашей Скары. Ровная челка. Кстати, у всех она так идеально уложена. Я прям довольна. Обычно челки у Барби, у тех же перекосоебленные, а у моей Скары очень даже хорошо уложено. И распущенные кудрявые волосы, слегка кудрявые, которые просто ужасно, как я вижу, мочалятся на концах. Да. Тут бы ее и средства, кстати, вот тут жирные волосы, видно это вам. Ей бы перемывать голову, но я не представляю, как это делать, не снимая вуальку.
Бу. Поэтому я этого делать не буду. Волосы приятные на ощупь, наверное, это какой-то саран. Бульбина делает вид, что разбирается в материалах. В ушах у куклы крупные серьги на таких тонких висюльках, огромный жетон с кричащим лицом вопящим. Ну, это те самые крики банши, которые состоят из звуков человеческого крика и так далее. Вот вопящие люди в ужасе. Сережки в цвет ободка хорошо сочетаются. Скинтон куклы бледно-салатовый, попахивает мертвячинкой, но мне нравится просто безумно, офигенно выглядит. Под челкой, во-первых, мы видим кусочки подстриженной челки, которые никто не струсил с нее. Походу подстригли и сразу в коробку запихнули. В общем-то, под челкой мы видим черные тонкие брови. Возвращаю все назад, потому что боюсь, очень залаченная челка, кстати. Боюсь все испортить. Макияж куклы – это произведение искусства. Наверное, я бы такое не повторила, даже если бы старалась. Во-первых, во впадинке глаза темно-темно-зеленые теньки, ниже на подвижном веке салатовые, дальше черная подводка вокруг всего глаза, реснички две вверху, стрелочка и вот эти вот длинные ресницы снизу. Забыла сказать, что снизу тоже тени и еще не только салатовые, а какие-то серебристые, блестящие. Я только сейчас это рассмотрела. В коробке этого не было видно. Видите, переливается на нижнем веке что-то. Румян у куклы нет, помада зеленая, матовая. У куклы слегка виднеются зрачки. Я не понимаю, она слепая, кстати, знатоки лора Monster High. Она зрячая или нет? Потому что вообще-то, когда такое бельмо на глазах, люди ничего не видят. В углу глаза такое затемнение, какая-то дымка серая с паутинками. И я вижу, что у меня не самая ровная скара в мире, потому что вот на этом глазу намного больше темной дымки, чем на этом. Я не знаю, видно вам или нет. В общем, вот здесь затемнение сильнее. Здесь его практически нет, глаз практически весь белый. Жаль, что не идеально ровная, но хуже она от этого не становится. Мне она все равно очень-очень нравится. И, по-моему, вот эти вот намеки на зрачки за бельмом у нее тоже какие-то косоглазые разъехавшиеся, но мы сделаем вид, что я этого не видела. На шее у Скары переливающаяся зеленая атласная лента на липучке. В одном из обзоров, которые я уже видела на эту куклу, помню, кто это был, но, в общем, одна блогерша упоминала сказку, какую-то старую сказку, в которой девушка носила такую же ленту, и тем самым она прикрывала шов от отрезанной головы, и якобы это отсылка на эту сказку. То есть, возможно, у нашей покойницы еще и голова была отрезана или шея перерезана. В общем, Monster High редко делают какие-то вещи просто так. Обычно это всегда отсылка, так что, возможно, это отсылка именно на ту сказку. Отдельного внимания заслуживает платье Скары. Как она сама упоминала в истории на задней части коробки, оно роскошное. Вообще, когда я вижу такие детали от Mattel, я начинаю верить в Mattel. Вы представляете, это вышивка. Это не имитация, не рисунок, не печать. Это настоящая вышивка из золотистых вот таких нитей. Здесь мы видим кельтские разнообразнейшие узоры, разные переплетения, те же кричащие веканские рты, которые были на коробке куклы, черепки Monster High, причем тоже с открытыми кричащими ртами. Здесь какие-то листья, как, я не знаю, на лотос какой-то похожий, но вряд ли. А это у нас древний кельтский символ, который называется триквитер. Он символизирует в кельтской мифологии троичность женской природы – девочка, мать, старуха. Это в культах богини-матери. А также он символизирует троичность времени, то есть прошлое, настоящее, будущее, и их взаимосвязанное единство без начала и без конца. Вообще значение такое же, как у трискелей, про которые я уже рассказывала, как у меня татуировка. В общем, да, вот этот символ я знаю, что означает, я его давно знаю. Насчет других ничего не могу сказать, я не смогла найти, как я уже говорила, ни что значат эти рты, ни эти переплетения. Хотя, возможно, это просто кельтский орнамент без значения. А вообще это никакой не лотос, что я говорю, это какая-то злая черепашка-ниндзя.
Платье короткое и такое в стиле 60-х по своему силуэту. Выполнено оно из приятнейшей, мягенькой, ворсистой ткани. Я уже много раз говорила, что я не разбираюсь в материалах, но, в общем, оно такое бархатисто-шелковистое, приятнейшее на ощупь, натуральная, приятная ткань. Рукава выполнены из сетчатого материала, почти такого же, как вуалька, но какая-то более крупная сетка. И такие же из такого же материала, кажется, на ней колготки. Они сливаются с ее салатовыми ногами, и как бы их почти не видно, но да, на ней есть колготочки, не порвать бы только. Ну и то, чем уже многих Mattel заколебал, это обувь с коллекторов. Но не тут-то было. Здесь это действительно красиво, на мой взгляд. Обувь прикреплена к кукле резиночками. Сейчас я их сниму и будем рассматривать дальше. Мы видим как бы туфли-лодочки зеленые, с черепками, кричащими, обрамленными кельтским орнаментом, точно такие, как у нее на ободке на голове. Каблука у этих лодочек нет. Они на плоском ходу, кстати. Были ли Monster High на плоской подошве без каблука, я впервые вижу. И вместо каблука у нас здесь как бы туман, дымка, в котором можно рассмотреть кричащие в ужасе лица. Это, опять же, все в тематике банши, и, по-моему, это произведение искусства. Это безумно красиво, и кукла как бы парит в воздухе, и это такие потоки воздуха у нее от ног. Но если вы хотите, чтобы ваша куколка приземлилась, то ее балетки отсоединяются от этой дымки, и оп, куколка уже просто в балетках, без этих потоков воздуха, которые, кстати, многим показались сомнительным решением, а мне лично очень нравятся. Поэтому я верну их обратно. Лично я считаю дизайн куклы практически идеальным. Единственное, что мне не очень нравится, это ее сережки, я бы от них избавилась, мне кажется, они перегружают образ. Ведь так лучше, правда? И мне, конечно, кажется, что немножко перегружен верх. Я бы сделала это платье, ну, хотя бы, или чтобы оно прикрывало колени, или вообще в пол, такое длинное. Мне кажется, это было бы намного красивее, но вы что, это же сколько вышивки нужно, Mattel на такое не готов. Но в целом все равно она просто замечательная. Несмотря на то, что у нее достаточно мало деталей, то есть никаких аксессуаров, кроме сережек, там этой фаты и интересной обуви нет, она просто замечательная. Я довольна покупкой на 100%. Я сейчас испытываю настоящий восторг. Она просто, извините за выражение, охуенная. Чуть не забыла вам показать подставочку. Основание подставки, я так понимаю, стандартная Monster High-евская, хотя нет. Мы видим опять кельтские орнаменты, то есть подставка уникальная. Ну а паутинка, Monster High черепок, стандартные вот эти, по-моему, завихрения. Но я сомневаюсь, что вот такое есть на обычных подставках Monster High. Посмотреть мне негде, к сожалению. Вот такая палочка, сам держатель куклы. И здесь тоже интересный момент. Здесь не только седло для куклы, а еще и крепление для ног, как это было у чужой. Я так понимаю, это для того, чтобы наша кукла могла парить на полке. Сейчас посмотрим. В общем, да, это эти крепления, чтобы куколка парила. Мне, кстати, очень нравится это решение, но, опять же, мне не нравится длина ее платья, потому что это крепление нельзя спрятать под юбку, а очень жаль. Его бы прикрыть, и тогда реально парящая куколка сдалека так вообще витает в воздухе. Что-то у меня не получается ее нормально посадить. Ну, в общем, как-то так. Очень-очень красиво.
В общем, я в полном восторге от этой куклы. Собственно, качество вы сами видели. Я не устану повторять, я уже это говорила на обзоре «Чужого». Бесит, почему Mattel так старается над коллекционными Monster High и вообще положил вот такенный болт на Барби. Ни копейки не жалею, она стоит каждого доллара, в который ее оценили. Буду очень благодарна, если вы покидаете мне в обсуждение тут на страничке Ютуба фотографии своих скар. Мне очень интересно, какие у вас лица. Моя мне хоть и кажется немножечко несимметричной, но она мне от этого начинает меньше нравиться. Я в полнейшем восторге. Ну, посмотрите, как она прекрасно выглядит, парящая на своей подставочке. Короче, что-то у меня потихоньку вырисовывается коллекция Monster High. То есть у меня есть Wednesday, Дракулаура, Скара распакована. Вот это мое. Тоже будет обзор когда-нибудь. Ну, а эти две куколки я планирую продать, они не мои. Господи, как это сложно. Если бы вы только знали, обратитесь, пожалуйста, быстрее ко мне в телегу по поводу покупки Эдварда и Твайлы. Пожалуйста, купите, я умоляю. Иначе я передумаю их продавать. В общем, максимально мрачная, максимально готичная отчасти, кельтская, зеленая. Я не знаю, что еще о ней говорить, но она просто восхитительная. Это будет просто украшение одной из моих полочек. Я в полном восторге. Сейчас я ее поставлю у своего рабочего стола, пусть она меня радует каждую секунду. Повторюсь, что надеюсь на вашу активность. Не знаете, что написать? Напишите что-то про мой образ, про куклу. Расскажите, как у вас дела и как началась весна. Что угодно, но комментарии очень важны. И чем больше комментариев, тем лучше. Если бы каждый из вас написал по 3 штуки, это вообще бы дало вот такой толчок видео, скорее всего, продвижение. В общем, буду весьма благодарна за активность, за фотографии ваших скар. Спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Ну и до скорых, надеюсь, встреч. Где-то на подходе новые наборчики Create. Так что будем рассматривать. Надеюсь, если не помрем. Всем пока!